Приветствуем наших гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом уделим внимание Благовещению, а если быть точнее, поговорим о 3 важных дел, которые вам обязательно нужно сделать до Благовещения 7 апреля, чтобы весь год прожить в достатке. Друзья, очень важно, очень ценная информация, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной и нужной информации. Ну а прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии пропишите следующую волшебную фразу. Я, ваше полное имя, открываю свой разум и сердце для притока финансового изобилия. Моя жизнь наполняется возможностями и процветанием. Истинно да будет так. Эти слова помогут, друзья, вам сонастроиться с энергиями Вселенной, и это очень важно. Итак, друзья, давайте уделять внимание Благовещению. Что же из себя представляет этот праздник, что нельзя делать, а также на что вам обязательно стоит обратить внимание, чтобы Божья благодать была в вашем доме, в вашей жизни. И это очень ценная информация, которую мы рекомендуем всем просмотреть от начала до конца. Вы знаете, для нас всех православных христиан Благовещение является 3-м по значению праздником после Пасхи и Рождества Христова. Мы ежегодно с вами Благовещение отмечаем именно 7 апреля. Конечно же, Благовещение входит в число 2/10 праздников, и дата его, как вы знаете, не переходящая. То есть мы с вами ежегодно празднуем в один и тот же день 7 апреля. И считается, что в этот день Пресвятой Деве Марии явился архангел Гавриил с вестью о том, что вскоре у нее появится на свет Божий Иисус Христос. И вы знаете, у древних христиан праздник Благовещения носил самые разные названия. Это и Благовещение, ангелом Марии Благовещение о Христе, зачатие Христа. Но в VII веке этот праздник называется Благовещение Пресвятой Богородицы. И вы знаете, в прошлом празднование Благовещения не ограничивалось только церковной службой. Наши предки в этот день устраивали гуляния, пели песни, водили хороводы, проводили всевозможные состязания, ну и, конечно же, не забывали прыгать через костер и играли в различные игры. Вы знаете, что существует множество народных примет и ритуалов само Благовещения, которые дошли до нас из глубины веков, и, следуя советам наших предков, мы можем привлечь в свою жизнь и счастье, и радость, и благополучие, а также собрать хороший урожай. Поэтому, если вы занимаетесь огородом, садом, и вы знаете, что наши предки именно на само Благовещение обязательно шли в церковь, и там освящались семена. Да, именно освящались семена. Считается, что в этот день Бог благословляет землю, благословляет растения, и освященные семена дадут по-настоящему богатый урожай. Даже в этот день собирали обязательно золу из печи, чтобы в последующем посыпать или удобрить те растения, которые плохо растут или увядают. И, конечно, это один из самых старых обычаев, который был связан с праздником. Это касалось птиц. В этот день принято было отпускать птиц, в частности, голубей на волю. Почему такое вот делалось? Дело в том, что есть легенда, которая говорит о том, что птица должна принести известие о добрых делах людей ангелам-хранителям и рассказать о желании своего освободителя. Поэтому, если вам интересно, что вы можете в этот день 7 апреля сделать, отпустить голубя или какую-либо другую птицу и загадать в этот момент желание. Попросить, чтобы эта птица донесла ваше пожелание до высших сил. Что же, давайте теперь поговорим, из себя представляет Благовест. Да, Благовещение – это время нести благие вести, поэтому в этот день особенно важно заниматься благотворительностью, пожертвования в помощь нуждающимся, подать милостыню, подать помощь нищим. Это считается к достатку, но вы должны понимать и то, что это не обязательно должно быть деньгами. Друзья, потому что благотворительность, она предполагает все, что угодно. Даже если вы в этот день кому-то в чем-то поможете,
поможете, подскажете даже добрым словом. Это также считается хорошим, добрым знаком. Конечно, не забывайте, в этот день было принято заготавливать благовещенскую соль. Каждый член семьи должен бросить был по щепотке соли в специальный мешочек, после чего хозяйка прокалывала хорошо эту соль и берегла для особых случаев. И считается, что именно вот такая вот соль может даже убрать безнадежно больного, то есть вылечить его. Ну а если соль не пригодилась в течение года, ее необходимо обязательно сжечь на костре. Кстати, если на Благовещение девушка найдет первоцвет, то уже этим летом, считается, по народным приметам, она обязательно выйдет замуж. Также девушки в этот день бросали в воду весенние цветы и умывались для того, чтобы быть красивыми. Давайте поговорим о том, что же нужно успеть сделать до Благовещения. Как вы знаете, в само Благовещение делать уборку, стирать, прибираться нельзя ни в коем случае. Соответственно, вы это должны сделать 4, 5, 6 апреля. Поэтому, если у вас есть время, возможность, проведите обязательно уборку. Обязательно проверьте все углы в своем доме и квартире. Подметите, проверьте вещи, которые вам не нужны. Откажитесь от них. Это очень важно. Также возможно, обращаем ваше внимание, что в этот день также нельзя заниматься и огородом, землей. Считается, что нельзя что-либо резать в этот день в саду. Поэтому, пожалуйста, если вы планируете заниматься огородом, то, пожалуйста, именно 7 апреля ни в коем случае этого не делайте. Потому что считается по народным приметам, что тогда год для вас будет неурожайным. Далее, что еще нужно успеть сделать до Благовещения? Это уделить внимание себе, своему внешнему виду. Очень часто многие люди идут на праздник, как правило, красиво, надеты в красивые одежды, с прическами. С одной стороны, это неплохо, это хорошо, но вы должны понимать, что это, если вы хотите сделать прическу, именно подстричь волосы, то именно 7 апреля это делать категорически нельзя. Это нужно сделать заранее. Поэтому, пожалуйста, время у нас с вами еще есть. Это может быть и 3, 4, 5, 6 апреля. То время, когда вы можете записаться к своему парикмахеру. Также это те же ногти на маникюр, педикюр. И пусть вам сделают, потому что именно 7 апреля этого делать нельзя. Считается, что если вы будете обрезать волосы, ногти, то таким образом вы обрезаете свою судьбу. Поэтому этого делать не стоит. Кроме того, запомните, что именно 7 апреля нельзя надевать новую одежду, иначе у вас постоянно считается, что если вы наденете новые вещи именно 7 апреля, пусть это будет новая какая-то красивая одежда, то на протяжении года вас постоянно будут присутствовать в вашей жизни постоянно какие-то неприятности, проблемы, какие-то ссоры, скандалы. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. И, конечно же, что нужно еще успеть сделать обязательно до 7 апреля. Успеть навестить своих близких, родных людей. Конечно, в сам праздник 7 апреля также это нужно сделать. Но сделайте так, чтобы сам праздник вы не проводили в одиночестве. Но и в то же время успейте всех, кто вам близок, кто вам дорог, посетить в эти даты. То есть перед 7 апреля. Это может быть и 3, 4, 5, 6 апреля. Поговорите с ними, чтобы именно 7 апреля вы встречали. Вот именно в этот день, знаете, вот с радостью, в удовольствии, что вы знаете, что это был праздник, именно праздник. Я предлагаю вам, знаете, по народным приметам Благовещения есть и что нельзя делать, потому что Благовещение посвящается не тем делам, мирским делам, а соблюдением традиций. Также вы можете сходить в церковь, помолиться высшим силам. Также в этот день разрешается приготовление блюд для семьи, для гостей, но при этом действует в этот день 7 еще и апреля очень множество запретов. Итак, что это первое
друзья, запрещается любая работа в праздник Благовещения. Дело в том, что если работать на само Благовещение 7 апреля, то считается, что весь год придется провести в тяжелом и в бесполезном труде. И даже наши предки, возможно, вы слышали от бабушек, говорили, что следующее, что на Благовещение, что птица гнезда не строит, а девица косы не плетет. То есть в этот день вообще ничем нельзя заниматься. Так же, как мы уже сказали ранее, не стоит убираться в этот день, работать в доме или в огороде. Откажитесь от стирки белья, от мытья посуды. Постарайтесь все это сделать до 7 апреля. Также в этот день запрещается что-либо шить, вязать. Дело в том, вот почему именно так нельзя было работать с ниткой. Дело в том, что жизнь человека представляет собой, как считали наши предки, и управлять могут только ангелы-хранители или Бог. И в этот день считается, что велика вероятность перепутать жизненные пути, а это может привести к разрушению семьи, возникновению каких-то скандалов, возможно, недопонимания с родными и близкими людьми. Кроме того, таким образом человек может перекидывать судьбу от одного человека к другому. Даже в этот день, 7 апреля, ни в коем случае не выносите мусор, иначе можете и счастье из дома вымести. Кроме того, на Благовещение в этом году, друзья, у нас выпадает на Великий пост, поэтому запрещается есть блюда животного происхождения, но в то же время в этот день есть послабление, поэтому допускается употребление рыбы, так что еще нельзя делать, поэтому нельзя стричься, нельзя краситься, делать прически в этот день. Также в этот день ни в коем случае не стоит рассказывать о своих планах, о своих задумках, идеях. Также в этот день и стоит хвалиться своими победами, в том числе, если это касается любви или какой-то сферы вашей жизни. Также в этот день постарайтесь, чтобы в вашем доме была гармония, любовь. Не стоит ругаться в этот день, не стоит ссориться. Лучше наоборот, найдите точки соприкосновения и общайтесь. Поделитесь какими-то, возможно, хорошими воспоминаниями. Также в этот день нельзя играть свадьбу. Считается, что такой вот брак будет несчастливым. Помните о том, что в этот день нельзя и сажать растения, потому что считается, что все равно они не приживутся. Ну а если приживутся, то, к сожалению, не дадут того урожая, на который рассчитывал хозяин. Сегодня нельзя 7 апреля и отправляться в дальнюю дорогу, в путешествие, иначе может приключиться беда. Не устраивайте в этот день и шопинг, не стоит делать какие-либо крупные покупки. Также в этот день не стоит не только ходить на шопинг, но и покупать и надевать новые вещи. Также в этот день даже не вздумайте одалживать что-либо. Деньги, продукты питания нельзя, иначе считается, что тот, кто отдал в Благовещение что-то из дома, отдал свое благополучие, отдал свое здоровье, покой, гармонию, мир. И также в этот день нужно быть очень осторожными с огнем, поэтому хозяйки старались, как правило, приготовить любые угощения в этот день заранее. В этот день не стоит ходить и к малознакомым людям или приглашать их в свой дом, иначе можно отдать свое благополучие в этот день. Также не стоит грустить, тосковать, находиться в унынии, гневаться на что-то, иначе весь год вот именно в таком вот русле и пройдет. В этот день не поминают усопших и не посещают кладбища. Для этого у нас с вами отведены другие дни. Но в то же время в этот день нельзя танцевать, нельзя смеяться, нельзя проводить какие-то шумные, веселые посиделки. Это очень важно. Помните о том, что идет сейчас у нас с вами Великий пост, и нужно посвятить свое все внимание походу в церковь, молитвам. В противном случае считается, что год пройдет в печали, в слезах. Обращаю ваше внимание, что вы обязательно в Благовещение 7 апреля приготовьте соль, потому что эта соль обладает очень целительной силой. И вы знаете, именно эта соль может убирать, отпугивать любой негатив, защищать человека. И это очень важно. Как мы это делаем? Давайте разберемся, как делается такая соль. Возьмите мешочек из хлопкобумажной ткани и утром
запеките именно соль, вот, и в духовке. Вот такая соль должна быть где-то в течение 10 минут. И именно считается вот эта соль такой вот универсальным средством при сглазе, при различных болезнях. Также ее можно принимать вовнутрь, растираться ее раствором. Например, у вас скот заболеет, да, то вы можете посолить ею хлеб и дать в щепоточку вот в поилку. Также соль на Благовещение вы можете использовать и в течение всего года у себя в доме. Солить такой вот солью свою пищу, чистить все с помощью квартиры, снимать с глаз порчу. Конечно же, с благовещенской солью еще пекут булочки, которые помогают вылечить ребенка от сглаза. Ребенку следует давать такие булочки натощак на утренней заре в течение 3, 7 или 14 дней, в зависимости от силы сглаза. Также считается, что в этот день открывается небо и на людей сходит благодать, и люди могут получить возможность очиститься от грехов. Вы знаете, что благовестие в какой-то степени считается и сложным днем. Почему? Потому что ссоры, скандалы, всевозможные недоразумения не редкость именно в этот день. Поэтому нужно, что бы то ни стало, стараться держать себя в руках и не поддаваться эмоциям. В противном случае неприятности надолго пристанут к вам. И также обращаем ваше внимание, что именно в Благовещение вы должны знать следующее, что со дня Благовещения начинается новый виток в истории Библии, то есть начало Нового Завета, во время которого Господь прислал своего Сына с миссией научить людей любить, призвать покаянию и встать на путь истины. Кроме того, обращаем ваше внимание, что символом этого праздника является голубой цвет, как цвет покрывала Богородицы, белые лилии, белые голуби, которые символизируют явление Святого Духа, а также Деву Марию. А еще Благовещение считается женским праздником. В этот день девушки, женщины молятся Пресвятой Богородице о счастливой судьбе для своих семей и для своих детей. Так что, друзья, Благовещение Пресвятой Богородицы – это чудесный праздник, который вы можете попросить у Господа года у Божьей Матери защиты, помощи, покровительства, потому что любая молитва, произнесенная от чистого сердца, лишенная корысти и зла, обязательно найдет отклик на небесах. Хочется вам сказать, что это нужно сделать именно 7 апреля, и высшие силы обязательно услышат вам и помогут. Только помните, что не забудьте именно в этот день, 7 апреля, пойти в церковь, поставить свечу. Далее, на что еще рекомендуем вам обратить внимание, девочки и мальчики. В описании к этому видео мы оставим вам молитву на благополучие, на достаток, на изобилие, которую нужно прочитать именно 7 апреля. Обязательно ее перепишите или сделайте скрин и обязательно произнесите. Ну а мы всех поздравляем с праздником, с Благовещением. Желаем, чтобы в каждом доме было изобилие, достаток, благополучие, мир, любовь, гармония. Пусть вам Бог помогает, оберегает и наставляет вас на путь истины. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк этому видео, а в комментарии пропишите следующие волшебные слова. Я, ваше полное имя, открываю свой разум и сердце для притока финансового изобилия. Моя жизнь наполняется возможностями и процветанием. Истинно да будет так. Не забудьте прописать ваше полное имя. Помним, что имена наши мы пишем с большой буквы. Пожалуйста, не забывайте. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.